Bom dia – это доброе утро. Boa tarde – это добрый вечер. Запомнил, да? Обязательно. С вами Орел и Решка перезагрузка. И сегодня мы решили перезагрузить бразильский город Сан-Паулу. А Бразилия, друзья, это что? Это ярко, это сочно и это колоритно. Подружка моя, утомленная лайками, я тебе расскажу. Вот колоритно, перья, все вот эти карнавалы, это не здесь, это не про Сан-Паулу. Это большой город, самый богатый город Бразилии. Здесь люди работают. Орел. Решка. Ну, здравствуй, Сан-Паулу. Ой, прости, я это вот как бы под ребро чуть-чуть. Ну, а рюкзак? Давай. Так не должно быть. Почему? Потому что здесь нищая жизнь, вот эта вот, которая меня ждет, понимаешь? Так это отлично. Это опасно. И что? И Так что? ты же опасность. Так тебя Так вот никто всё. не тронет, Тетя- ты прозрачный. А Я прозрачный. Ты представляешь, я захожу в трущобы. Да, Ноги, каблуки, грудь. По Что меня точкам и там всё. ждет? Ну, у тебя что-то новые знакомства, Какие встречи. знакомства? А то меня же убьют. Ну, это не гармонично. Послушай, может быть, но перед этим будет прикольно. Все, иди отсюда, кудрявый. Ну ладно. Ну, здравствуй, богатая жизнь. Сан-Паулу – это город, которому точно нужна перезагрузка. Сегодня нас ждет блеск И нищета. Боже, лучше бы я этого не видела. мы поднимемся в небеса, А потом опустимся на самое дно. И попадем в настоящий зомби-ленд. Просто жесть. Эй, Антоха. Яркий, пестрый кабриолет – это точно не тема Сан-Паулу. Местные бизнесмены тебя просто засмеют, поэтому здесь нужна проверенная классика. Когда миллионеры приезжают в Сан-Паулу, они выбирают Mercedes-Benz CLA 200. Чтобы кожа салона цвета бежевая Сахара оттеняла темный костюмчик от Бриони. Чтобы блеск кузова Mountain Grey гармонировал с блеском последней модели Rolex. И чтобы лучи солнца игриво переливались на очках Cartier. Прости, милая, но сегодня на тебе будет ездить пацан в кроссах и драных джинсовых шортах. Но не переживай, я наскребу $3000 на твою аренду. В Сан-Паулу абсолютно бесполезно брать в аренду машину. Даже в выходной день весь город стоит в пробках. Поэтому в Сан-Паулу миллионеры, которые торопятся навстречу, пользуются воздушным такси. За 10 минут полета им не жалко отвалить $350. Практически на всех небоскребах есть вертолетные площадки. За посадку придется заплатить еще $100. Но на всех богачей вертолетов не хватает. Так что, кто первым встал, того и тапки. Что за бред вот это бронировать вертолет за неделю? Где спонтанность? А если мне нужно, не знаю, на совещание я опаздываю? Или в конце концов я впервые за 3 города золотую карту выиграл в кои-то веке и хочу себе вертолет, а нельзя? В общем, ребятушки, хотела я поменять всего лишь $5, потому что курс здесь просто грабительский, чтобы доехать до города. Но, как оказалось, меньше $20 они не меняют, поэтому я немножечко попала на деньги. Представляете? На обмене $20 в аэропорту я потеряла 8. Ну что, аэропортные менялы меня наменяли.
спасибо. А сейчас настало время моей любимой рубрики «Подешевле добраться до города». Когда турист выходит из терминала, его манят новенькие, комфортабельные большие автобусы. How much ticket this bus? Ничего себе. Если сядете в такой автобус, то попадете на $15 и прокатитесь по всем деловым районам, потому что он предназначен для бизнесменов. А для тех, кому нужно просто добраться в город, стоят скромненькие автобусы номер 257. Это небо и земля. В том автобусе 50, а здесь 6. Грех не поехать. Я вам скажу, это лакшери условия. Кондиционер, просторно, окна большие. Все чудесно и прекрасно. Почти Мерседес. До центра ехать 25 километров. Только автобус до центра не везет. Он доезжает до автобусного вокзала Татуапе. Дальше нужно спуститься в метро. Потратить $1 на билет. Проехаться до станции Трианон. И вуаля! Ты в самом сердце Сан-Паулу. Ого! Здесь столько высоток. Наверное, выражение про бетонные джунгли придумали именно в Сан-Паулу. Здесь реально блуждаешь, как в каменном лесу, где вместо деревьев бетонные небоскребы пониже, бетонные небоскребы повыше, пошире, поуже. Какие угодно, но только некрасивые. Так много бетона еще никогда не было в моей жизни. Кто на свете всех серее, всех угрюмее и скучнее? Правильно, Сан-Паулу. У этого города нет лица. Ну, во всяком случае, это первое впечатление. Нельзя посмотреть на картинку и сказать: «О, это Сан-Паулу». Вот где все 50 оттенков серого. Но если вспомнить, что о городе рассказывал мой давний предшественник, то на душе сразу становится теплее. Здесь, в Сан-Паулу, самое большое количество арабских чистокровных скакунов в обоих Америках. Здесь же, в Сан-Паулу, самое большое количество приватных самолетов. 60% всех миллионеров Бразилии живут именно здесь, в Сан-Паулу. Проще говоря, Сан-Паулу – это самый большой мешок денег во всем южном полушарии. Тысячи офисов, сотни банков, десятки нефтяных компаний. Тут живут мультимиллиардеры, а значит, есть мультироскошь. И я отправляюсь на ее поиски. Слушай, брат, а не подскажешь, где тут проспект Рональда, а? Не знаешь? Я не местный, просто приехал. Не, брат? Ну ладно, все, давай, удачки. Бом джия, как говорят у вас. Но даже у такого преуспевающего города есть скелет в шкафу. И это видно уже на центральных улицах города. В городе огромное количество бездомных. Боже, лучше бы я этого не видела. По неофициальным данным, в Сан-Паулу 100 тысяч бездомных. И они тут везде. На тротуарах, на входе в банки, на лавочках в парке, на ступеньках соборов. Они спят везде, едят везде, снуют туда-сюда, пристают и обворовывают. В Сан-Паулу нормально увидеть, как бездомные деребанят между собой краденые вещи из рюкзака. Возможно, такого же туриста, как и я. Это
историческая площадь Сан-Паулу, центр. И как бы я ни хотела проникнуться здесь историей, у меня этого просто не получается сделать. Вот ученые спорят, есть параллельные реальности или нет. Люди, приезжайте в Сан-Паулу и убедитесь сами, что параллельные реальности существуют. Здесь бок о бок живут два разных мира. Мир богачей и мир человеческого отребья. Этот город болен. Стоит тебе пройтись пару километров от центра, и можно стать зрителем шоу ужасов. Просто жесть. Другого сказать не могу. Ты попадаешь в район наркоманов, который здесь зовут Краколандия. Тут все курят крэк. Неочищенный кокаин, который вызывает привыкание, превращает человека в зомби и убивает за 5 лет. Все тощие какие-то. Господи, что вы с собой делаете? Чего только власти не делали, чтобы вылечить эту язву на теле города. Наркоманов сгребли со всех улиц в один район, чтобы легче было контролировать. Поставили автобусы с камерами. Привлекают проповедников, чтобы те наставляли на путь истинный. Но только единицы могут вырваться из этого ядовитого плена. Знаете, я бы описала этот город как город потерянных душ, просто заблудших. Это ужасно, ребят, это просто ужасно. Мне очень неприятно здесь быть. А мы с золотой картой переносимся в параллельную реальность. Дорогие отели в Сан-Паулу стараются удивлять избалованных миллионеров всякими дизайнерскими фишками. В прошлый раз Андрей Бедняков выбрал отель в форме корабля, где стены плавно переходили в пол. Пока нас не было, в Сан-Паулу появился новый дизайнерский отель «Эмилиано». Слушайте, вот это вот наша с вами привычка расширять балконы. Это вообще ничто по сравнению с тем, что творят люди в Сан-Паулу. Просто посмотрите, какую веранду оттяпали, а? Вот красавцы. Интересно, разрешение БТИ брали? Шутки шутками, но вот этот выступающий стеклянный то ли куб, то ли параллелепипед – самый дорогой номер в отеле. За ночь на этом балконе нужно заплатить $3000. Hi. How are you? Thank you. Вау. Ух! Бассейн в гостиной – это прямо лихо. Ты не понимаешь, ты попал вообще в номер или в спа? В этом номере реализованы все самые смелые фантазии бразильских дизайнеров. Вместо стен и потолка какие-то стеклянные соты, через которые проникает очень много света. В гостиной соорудили бассейн и поставили 2 шезлонга, чтобы миллионер прямо в номере мог принять солнечные ванны. Глаза смотрят, а мозг, привыкший к хрущевкам, отказывается верить. Таких дизайнерских экспериментов я ни в одном отеле еще не видел. Ох уж эти бразильские кулибины. Хочется быстрее посмотреть, что они придумали в спальне. Она, кстати, на 2-м этаже. Что это? Какая необычная выкладка подушек. Мне почему-то они напомнили гробовые плиты, но надеюсь, что это просто показалось. Но вот такого, я вам клянусь, я еще такого никогда в жизни не видел.
чтобы вот так вот халаты завернуть, это просто браво. А всю комнату видно сейчас, да? Друзья, вот ничего вас не смущает, нет? Я просто покажу. У вас нет ощущения, что эту кровать огромную поставили посреди ванны? Пятерик за креативность. Молодцы. Честно говоря, я не особо безопасно и комфортно себя чувствую в этом городе, поэтому что-то мне подсказывает, что лучше несколько раскошелиться на отель, чем на хостел и жить с непонятными людьми. Hello. Самый дешевый номер в отеле Паулиста Центр стоит аж $63. Но мне все равно. Как вспомню, аж в пот бросает. Поэтому лучше потратить деньги на свою безопасность, чем на какое-то развлечение. К тому же в стоимость входит бесплатный завтрак. Уже не так обидно. Сразу хочу отметить, посмотрите, на каком фарше я захожу в свой номер. У меня пульт в подушечке мягкой, защитной и какой-то пакет. Бог знает с чем. Воу-воу-воу! Мы имеем старинный телевизор, холодильник, в котором даже есть напитки, пластиковый стул и хорошее настроение. А еще у меня вместо кондиционера вентилятор. И считаю, что жизнь удалась. О! Вид на дома. Прекрасно. Я прошу вас, с сегодняшнего дня начните менять этот город, начните его преобразовывать, пока он не задохнулся в вашем безвкусии и полном безразличии к его облику. Надеюсь, вы услышите меня. Надеюсь. Сан-Паулу, прямо скажем, ну не самый туристический город. И с развлечениями здесь откровенно довольно туго. Ну что здесь может сделать человек с золотой картой? Пойти в ресторан, сходить на массаж, ну или поплескаться в джакузи. Эй, Антоха. У человека со $100 выбор тоже не ахти. Посмотреть на собор Сэ, прогуляться на Соборной площади в старом городе и пойти в парк Ибирапуэра. Или можно собрать волю в кулак и пойти исследовать самые бедные и опасные районы города – фавелы. Это самое популярное развлечение и для богатых, и для бедных в этом городе. Для того, чтобы зайти в фавелу, ничего не нужно. А вот для того, чтобы выйти оттуда целым, нужен специальный человек, который, кстати сказать, вот должен прямо сейчас подъехать. How are you? Nice to meet you. Знакомьтесь, Лео – доверенное лицо местных банд. Только Лео может гарантировать вам безопасность. За это он просит нехилые $600 за 4 часа. А все, что я могу себе позволить, это бесплатный поход в фавелы. Без машины, без гида и без гарантии безопасности. Фавелы Пово-Сэ-Меду – это пустырь прямо посреди жилого квартала, который незаконно оккупировали 8000 семей и застроили его палатками. Эти дома состоят просто из деревянных палок, из целлофана и скотча. Ну и, конечно же, внутри нет ничего ценного, кроме матраса, какого-нибудь стула и пару одеял.
from this moment is the place is when they want us to have the windows open. Open windows? Yes, We need to open windows? yes, when we get there. В фавелах Параизополис действуют свои законы. По улицам фавелы можно ездить только с открытыми окнами. Местные хотят видеть, кто заезжает на их территорию, и что ты не представляешь для них угрозы. Посмотрите на меня. Вот где я и где угроза? Ну, разве что так. Вот так, ну, кого я обижу? Максимум книжки раздам. В целях безопасности я проведу экскурсию только по тем улицам, где точно уверен, что тебя не пристрелят и не заберут камеру твоего оператора. Когда у тебя бесплатный тур по фавеле, тебя никто за ручку не водит, и ты ходишь перепуганный, оглядываясь, чтобы никто на тебя не напал. Потерянного туриста встречает Андреа. Она кто-то вроде координатора фавелы. Не бойся нас. Мы не бандиты, не алкоголики и не наркоманы. Мы честные, адекватные граждане, люди с высшим образованием, которые приехали в Сан-Паулу искать лучшую жизнь, но лишились работы. Мы объединились, чтобы власти нас услышали и начали строить социальное жилье, которое положено нам по закону. Живем мы дружно, и даже в этих условиях стремимся к нормальной жизни. У нас есть библиотека. Вот сколотили общую столовую. На еду сбрасываемся все вместе, и каждый, кто голоден, может прийти и поесть. А нас с гидом встретил, наверное, какой-то местный авторитет. Похоже, они слева в доле. Он будет нашим проводником в мир хаоса, грабежей и жестоких убийств. Вот как мы себе обычно представляем фавелу, да? Ну, наверное, ты думаешь, что здесь на каждом углу какие-то люди с ножами, какие-то чуваки в татуировках. Все это, наверное, есть, но посмотрите, обычная улица, ездит транспорт, ходят люди, они улыбаются, довольно прилично одеты. Самый обычный район. Нигде вот какой-то угрозы во взглядах я не встречал, скорее какой-то интерес больше. Если честно, я чувствую себя идиотом. Из всех фавел, которые мы показывали в Орле и Решке, эти самые безобидные. То, что здесь есть полиция, стоят разбитые машины, и то, что Лео и местный решал окружили меня с двух сторон, как телохранители, все это смахивает на спектакль под названием «Самая опасная фавелла» для того, чтобы развести туриста на $600. If there are any accidents with the tourists here, I mean, some kind of like fighting or... No, see, this guy that we just met, Burbella, he's been living here for the past 20 years. You can ask him. He never saw any crime happening here. А вот в фавеле Пово Сем-Меду никто не разводит туриста на деньги. Здесь везде пускают, все показывают и рады тебе, как дети. Вот куда бы я ни повернула, в чей дом бы ни заглянула, куда бы ни зашла, везде они улыбаются. Здесь улыбка от сердца, она настолько искренняя, что она пробивает тебя насквозь. Потрясающе. You fight it, he knows just how you like it. He's your pusher man, your pusher man. You roll it, you light it, there ain't no way to hide it. He's your pusher man. Вечером в Сан-Паулу богачи становятся небожителями и забираются прямо под небеса, чтобы быть подальше от грязи на земле.
Тёмчик, я ванну собираюсь принимать. Дружище, я собираюсь принимать ванную. Мальчик, ты не понял, наверное, да? Ты в моей ванной. Тебе что, места мало? Пойдем возле бассейна потусуйся. Самое популярное развлечение для богачей в Сан-Паулу – это поход в ресторан. Их здесь ни много ни мало 10 тысяч штук. Но высшее миллионерское общество выбирает ресторан «Дом». «Дом» входит в 50 лучших ресторанов мира и считается лучшим в Бразилии. Этот ресторан – это совершенно уникальное место в Сан-Паулу. Дело в том, что его фишка – это продукты, которые подарила сама матушка природа и джунгли-кормилицы. Для титулованного шеф-повара Алекса Атала амазонские джунгли превратились в кладовую продуктов. Он сам лично отправляется в экспедиции и собирает ингредиенты для своих шедевров. It's a blind menu, so we need to know just if you have some kind of food restriction. You mean allergy? Yes. 44 программы перезагрузки. И первый раз в жизни в дорогом ресторане меня спросили, есть ли у вас на что-нибудь пищевая аллергия. На икру нет. В параллельной реальности жители Сан-Паулу ходят за дешевой едой на центральный рынок. У меня такое ощущение, как будто я попала в муравейник. Народу тьма. Понятно, почему я рюкзачок перевесила, да? Рынок стоит прямо на улице, где 1001 торговец пытаются впарить тебе что-нибудь ненужное. Я прошлась по этому рынку всего 5 минут, а у меня такое ощущение, что все эти люди уже высосали всю мою энергию. Итак, мы отправляемся в гастрономический тур по джунглям Амазонии. Путешествие начинается с коктейля кайпиринья из бразильского рома кашасы и сока лайма. Ну как можно сказать, что это коктейль? То есть я буду пить леденец, что ли? Ребята, невероятно. Это как конфета с коньяком, только карамелька. То есть она не шоколадная, но из карамели сделана. Остановка первая. Сорбет с оливковым маслом и пряностями. Сорбет, который приготовили из кореньев деревьев, которые растут в Амазонии. Как можно приготовить мороженое из кореньев? Я не знаю. Похоже на обыкновенный пломбир, и кореньями никакими не пахнет. Сладкое с перцем, что ли? Да, здесь есть перец. Остановка вторая. Сет из амазонских вкусняшек. Банановое пюре с креветкой на высушенной коже рыбы пирорубу, которая еще вчера плавала в водах Амазонки. Очень круто. Шарики из мягкого фрукта купуасу, который растет только в амазонских джунглях. Ой, как роскошно. И засоленная икра кефали – батарка с мукой из маниоки. Этот шеф, он чертов гений. Серьезно. Он Копперфильд в мире кухни. Ты кладешь себе какую-то штуку, которая на вкус как сено. Но проходит пара секунд, и сено превращается во вкуснейшее блюдо с ярко выраженным рыбным вкусом. Значит, самое интересное, что это еще только закуски, еды еще не было. А теперь начинается мое гастрономическое путешествие в мир дешевой рыночной еды. О, у тебя грязные руки, братан. Давай я тебе покажу что-то особенное. Это бесплатно.
У меня есть бразильские фрукты, которые ты никогда не пробовала. What's his name? Это драгонфрут. Чистейший афродизиак. Только не ешь много, а то будешь бросаться на мужчин. Опасно. Yes? Это то, что мне нужно? Очень вкусно, сладкий такой. Денег паренек с прической «Микрофон» с меня и правда не взял. Еще и угостил мини-манго. Спасибо. Что происходит? Я всего лишь пришла на рынок, а такой ажиотаж. Следующее блюдо – филе сибаса, приправленное соком из ягод асаи. Вы только представьте, перец для этого сибаса везут специально из племени, которое находится в амазонских джунглях. После таких интересных фактов ты понимаешь, за что платишь 150 баксов за обед. Это было прелестно. Несите дальше. Перепелка на гриле с ноткой кашасы и шоколадным соусом. Это блюдо едят руками, поэтому к нему приносят влажные салфетки. Очень необычные влажные салфетки. Наш гастротур по джунглям Амазонии подходит к концу. И как всегда в финале, туриста стараются максимально удивить. Вот вынесли кастрюльку, на первый взгляд с домашней пюрехой. Но на самом деле это блюдо алиго, смесь сыра и сладкого пюре из картофеля батат. Остальное? Почему? Потому что высокая кухня. Антоха, не переживай, я тебе оставлю. Ёлы-палы. Это же полный комплект целлюлита в одном флаконе. На рынке можно попробовать гигантский, сочный, мощный бутерброд мортаделла. Раньше в Бразилии мигрантов угощали именно такими бутербродами. А все почему? Потому что один путник пожаловался повару на то, что в его бутерброде очень мало начинки, а тот разозлился и напичкал туда колбасы столько, сколько путник не смог съесть. Теперь это стало традицией. Приятного аппетита! Очень-очень. Пожарили колбасу, пожарили сыр, положили в вкусную булку, и все, и это вкусно. Слушайте, на самом деле меня просто завалили блюдами. Я вот сейчас не помню, какое блюдо было первым. Но в итоге было местами очень интересно. Но самое смешное, что после 1,5 часов в ресторане я до сих пор голодный. Но ведь задача высокой кухни не набить миллионеру желудок, а удивить его вкусовые рецепторы. Все время забываю. Эх, сейчас бы Настин сэндвич лупануть. За эти деньги я получила огромный сытный бутерброд. Настолько сытный, что я физически не могу его доесть. I want с собой. Ага, спасибо. I want с собой. Потрясающее явление. 44-я программа I want с собой. Записывайтесь ко мне на курс английского языка. И детей приводите. Лучшее, что может сделать богатый турист Сан-Паулу, это уехать из Сан-Паулу на океан, в курортный городок Сан-Висенти. Друзья, не посчитайте меня высокомерным, но мне хочется на всю эту красоту посмотреть свысока. В Сан-Висенти богатый турист может сигануть с парапланом с самого высокого холма и полетать над городом и океаном. Мама, я лечу! Ребята, как это
большой кайф в параплане — это то, что ты совершенно не слышишь звука двигателя, потому что его здесь нет. И ты по-настоящему можешь почувствовать себя птицей. Только шум ветра в ушах и все. Ни самолет, ни вертолет, ничего не даст тебе такого ощущения настоящего полета. Эй, башня, мы же на башню летим, чувак! О, чувак, несет на дом нас! Чики-воробушки, помедленнее! Это какой-то парящий кайф. Просто парящий кайф. Мой широченный рекомендацион. Это круто, ребята. В списке туристических направлений Сан-Паулу сидит далеко-далеко на галерке. Но правда, что здесь смотреть? Разве что круги наматывать вокруг серых зданий. Но именно благодаря им здесь появился индустриальный туризм. Слыхали о таком? Википедия говорит, индустриальный туризм – это исследование заброшенных военных и гражданских объектов с целью получения психологического и эстетического удовольствия. Честно говоря, удовольствие такое себе. Но раз это сейчас такой тренд, придется стать сталкером и посмотреть самое любимое место индустриальных туристов Сан-Паулу. Это отель, в котором не захочет остановиться ни один турист в мире. Я нахожусь в здании бывшего отеля «Сантос-Дюмон». Эту развалину оккупировали безработные и потерявшие жилье жители Сан-Паулу. Полиция постоянно пытается выселить жильцов, но они сопротивляются и протестуют. В чем прелесть индустриального туризма? Ты видишь то, что не видят 90% туристов, которые не решились сюда прийти. Стекла выбиты. Везде мусор. Обшарпанные стены. Воняет плесенью. И во всем этом каким-то образом выживают многодетные семьи с новорожденными младенцами. Но самое удивительное, что никто из этих людей не хочет ничего менять. Хотите ли вы развиваться, не знаю, пытаться как-то поменять свою жизнь, что-то делать дальше? Или просто вот здесь и будете растить детей и встречать старость? Мы, бразильцы, обычно говорим, будущее принадлежит Богу. Как Он решит, так и будет. Мне здесь очень хорошо, и я не хочу большего. Я жил на улице и мог стать наркоманом, но семья, с которой я сейчас живу, спасла меня и дала мне хоть какую-то крышу над головой. Лучше быть здесь, в разваленных трущобах, чем среди толпы одурманенных людей. Oh my Lord, take this soul, lay me at the bottom of the river. Oh my Lord, take this soul, lay me at the bottom of the river. Till life's come. Сан-Паулу – это действительно параллельные реальности. Зеркальные небоскребы и ужасы Краколандии. Миллионеры на мерседесах и голые бездомные на картонках. Одни изучают меню в мишленовском ресторане, другие изучают меню в мусорнике. Как параллельные линии никогда не пересекаются, так и здесь люди живут, будто не знают о существовании друг друга. Такой сумасшедший контраст. Даже не верится, что такое где-то может быть. В Сан-Паулу. Сан-Паулу выжил из меня все соки. Мне срочно нужна перезагрузка.
Качила – это новая популярная в городе услуга быстрого сна. Ее придумали для банковских клерков, которые устают от офисной работы. Для туристов, которым нужно прийти в себя после жутких райончиков и восстановить силы, это самое то. Плиз, 30 минут. Полчаса сна в тишине и спокойствии стоит $5. Каждому дают вот такую маленькую каюту с удобной кушеткой, подушкой, очками для сна, продезинфицированным одеялом и наушниками. О, класс. Сейчас у меня в ушах играет прекрасная классическая композиция. Когда таймер сна включается, загорается синий свет. Психологи считают, что этот цвет лучше всего расслабляет. Хорошечно. Прям второе дыхание открылось. Ай, Господи помилуй. Снимаешь уже, да? Я просто хотел сказать, что в этом городе и так много денег. А теперь будет на $100 больше. Народ, налетай. Если вдруг вы окажетесь в Сан-Паулу без денег, отправляйтесь на пересечение улицы доктора Давида Камписты и проспекта Бразил. Там ищите огромный фикус. Клад будет ждать вас под камнем. Но поторопитесь, на эти $100 здесь очень много желающих. Это был первый случай, когда не мы перезагрузили город, а город перезагрузил нас. Прямо на улицах Сан-Паулу ты видишь пропасть между миллиардерами и нищими. Между сытыми и голодными. Между счастливыми и униженными. Весь уикенд ты ходишь по краю этой пропасти и думаешь, как в нее не упасть. Это щекочет нервишки покруче любого экстремального аттракциона. Город потерянных душ. Бомджия! Кого я обижу? Максимум книжки раздам. Айфон с собой. Воу-воу-воу! Тебе что, места мало? Даже не верится, что такое где-то может быть. Сан-Паулу. Ивлейчик, привет. Слушай, Привет, такая Антош. холодная. Ну, конечно. Ночь на дворе. Давай, Я- Зак. Давай. Ну, ладно. Ну чё? Спасибо. Ну как ты? Ой, Антон, слушай, я в шоке. Сан-Паулу – это 100% город контрастов. В нашей памяти, ну, в моей, по крайней мере, таких городов еще не было. Как все это вместе уживается в одном городе? Правда, это удивительно. Пойдем уже, да, наверное? Ну, у меня просто это в голове не укладывается Подожди до сих секунду. пор. Это был перезагруженный Сан-Паулу, друзья, и мы увидимся с вами в следующем городе. Да? Ну, это что-то невероятное, что бедные люди тоже делятся на слои. Я был в фавелах, я видел все это. Нормальные люди абсолютно. Нет, Антон, ты не был в Краколяндии. Это какой-то парк развлечений? Ага.